Привет, друзья, ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор и власти страны готовы ввозить его для утилизации с других стран. О том, насколько налажена система переработки мусора в Стокгольме, расскажем на примерах. В один момент в Швеции сортировка мусора достигла всеобщего масштаба. Благодаря этому свалок в стране почти не осталось, а отходы стали либо топливом, либо использовались заново. Власти проводили постоянную разъяснительную работу и так добились высокого уровня сознательности населения. Большинство жителей государства знают, что из выброшенного пластика можно сделать новый еще 7 раз. И аж после этого он пойдет на электростанцию для сожжения. Так переработанный 7 раз пластик все равно принесет пользу в виде электричества. Каждая семья имеет по 6 или 7 ведер для разного мусора, пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого. Еще одно ведро предназначено для отходов, которые не могут быть впоследствии переработаны. Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфеты не в тот контейнер. В детских садах и школах учат сортировать мусор правильно, а за неправильную сортировку в стране штрафуют. Крупные предметы, такие как телевизоры, диваны, стройматериалы, отвозятся на специальные станции. Там их разбирают на ценные составные части, которые скупают производители товаров. Так они получают готовое к запуску в новый цикл производства сырье. Там же от предметов отделяют краски, кислоты и другие опасные вещества, которые позже попадают на специальный завод по переработке бытовой химии. Кстати, такие станции в Швеции абсолютно бесплатные. В Швеции совсем недавно была внедрена новая процедура сноса зданий, которая называется деконструкция. К примеру, при сносе старого здания машины откусывают куски стен и везут их на специальную станцию, где после переработки они снова станут стройматериалами. Так старый дом превратится в новый. За жестяные и пластиковые бутылки можно получить деньги. Для этого их просто нужно сдать в пункты приема. В Швеции, как и во всех странах Европы, можно сдать бутылку в специальный аппарат, который вас отблагодарит деньгами. Просроченные лекарства в Швеции тоже не выбрасываются, а сдаются в аптеку. Там же можно сдать использованные шприцы и иголки. Транспортировка мусора в стране осуществляется с помощью подземного воздуховода, который был запущен еще в 1961 году. Основная часть такого мусоропровода располагается под землей, а жители страны видят только верхушку. Нехватка мусора в Швеции пока единственная проблема в стране, связанная с отходами. Только 7% всего мусора отправляется на свалки, а все остальное либо сжигается, либо перерабатывается. Так, благодаря одним только отходам Стокгольм обеспечивается электроэнергией на 45%. Дефицит отходов может стать большой проблемой для населения, ведь шведы с помощью переработки отапливают жилье и получают электричество. Но соседняя Норвегия выразила готовность помочь Швеции и поставляет 800 тысяч тонн мусора каждый год. Шведы придумали не только, как добиться сокращения количества мусора на свалках страны, но и то, как сделать так, чтобы число вредных выбросов в атмосферу во время переработки было минимальным. Благодаря новейшим технологиям, которые используются при переработке на мусоросжигательных заводах, выбросы в атмосферу составляют не больше 1%. На этом я с вами прощаюсь. Не забудь подписаться на наш канал. Пока!